Этот тигр каждый день приходил в военный лагерь, чтобы привлечь внимание. Когда солдаты решили последовать за ним, причина повергла их в шок. Командиру Бриксу недавно доверили индийскую военную базу недалеко от границы с соседними странами. Его официальной обязанностью было координировать остальных солдат в круглосуточном наблюдении за границей, предотвращать незаконное проникновение и сообщать о любых подозрительных событиях. Командир Брикс хорошо справлялся со своей работой, однако он не подозревал, что природа приготовила для него что-то необычное. Однажды патрулирующие солдаты сообщили ему о довольно необычном происшествии. У входа на военную базу бродил тигр. Полосатое животное долго сидело на одном месте и иногда патрулировало вход на базу, словно пытаясь привлечь внимание людей. Сначала Брикс не обратил большого внимания на присутствие тигра, ведь бродячий хищник — несерьезная проблема. Но, возможно, их враги каким-то образом спрятали взрывчатку внутри животного и направили его ко входу, чтобы навредить солдатам. А также командир знал, насколько далеко продвинулись военные технологии и как животных-роботов маскируют под настоящих, чтобы вести разведку и наблюдение. Чтобы убедиться, что тигр не представляет угрозу, Брикс приказал главному компьютерному аналитику просканировать существо с помощью ультрафиолетовых устройств. Однако результат был отрицательным. Это было обычное животное. Тигр провел часы у входа на базу, и его присутствие начало беспокоить командира, поскольку он задавался вопросом, почему хищник оставил свои охотничьи занятия и подошел так близко к местам, где обитают люди. Брикс приказал солдатам не стрелять и не причинять вреда дикому созданию, ведь оно не представляло угрозы. Командир предположил, что животное могло быть заинтриговано структурой базы и присутствием людей, что было довольно необычно. Однако Брикс даже не подозревал, что в этом тигре было гораздо больше, чем видно на первый взгляд. Позже тигр начал рычать, привлекая внимание дежурных солдат. Они решили, что он голоден, но было маловероятно, что хищник вроде тигра окажется в таком положении и будет требовать еду, когда в джунглях полно дичи для охоты. Солдаты даже не догадывались, что их предположения были очень далеки от истины, и впереди их ждал шокирующий секрет об этом тигре. Той ночью хищник ушел, растворившись в джунглях, как и предполагал Брикс, и все вернулись к исполнению своих обязанностей. На следующий день их ждал новый сюрприз, когда их радар слежения обнаружил движение по направлению к базе. Все были напряжены, однако были разочарованы, когда оказалось, что это тот же самый тигр, который приходил вчера. Услышав эту новость снова, командир Брикс был потрясен. Он был твердо убежден, что с этим тигром что-то не так, ведь хищник такого рода не будет приходить на базу на следующий день, если бы ничего не происходило. Может быть, он хотел устроить засаду на солдат патрульных подразделений, которые время от времени въезжали и выезжали с базы. Однако он быстро отбросил эту идею, потому что тигр не проявлял никакой агрессии по отношению к людям. Вскоре он услышал громкий рев тигра, побудивший его подняться на наблюдательную вышку. Используя бинокль, чтобы разглядеть величественное и могущественное создание, Брикс не мог отделаться от чувства, что тигр чем-то обеспокоен. Командир был полон решимости выяснить причину. На следующий день появление тигра убедило Брикса действовать. Он попросил 7 храбрых солдат присоединиться к нему в специальную операцию, чтобы выяснить, почему приходил тигр. План состоял в том, чтобы выйти из базы навстречу животному, но держаться на расстоянии, просто чтобы посмотреть, что задумал тигр. Если тигр нападет, они быстро выстрелят в него снотворной стрелой и вызовут работников зоопарка, чтобы те его забрали. Однако ничто не могло их подготовить к тому, что на самом деле задумал тигр.
Как только солдаты вышли из базы, они опустили свои винтовки вниз, чтобы не спровоцировать хищника. Выполнив эту часть плана, некоторые предвкушали нападение, но они ошибались. Когда они ждали, что же будет делать тигр дальше, их поразило его странное поведение. Большая кошка начала тихо уходить в джунгли, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что люди идут следом. Солдаты переглянулись и посмотрели на командира за указаниями. Он дал сигнал следовать за существом. Они двигались осторожно, каждый шаг был наполнен предвкушением и любопытством. Тигр вел их все глубже в джунгли, его движения были целенаправленными, но загадочными. В течение нескольких часов солдаты следовали за тигром по различным сложным ландшафтам. В какой-то момент это начало казаться безрассудством. Почему они следуют за животным в неизвестное место? Однако тигр вел их дальше, а они следовали за ним, желая узнать, куда он их приведет. Углубляясь все дальше в дикие джунгли, Брикс понял, что оставалось всего несколько миль до границы с соседней страной, на территорию которой доступ им был запрещен. Если бы их кто-нибудь заметил, то их обвинили бы в незаконном проникновении и нарушении соглашений между двумя странами. Солдаты начали слабеть, а они не взяли с собой никаких припасов еды и воды, поскольку не ожидали зайти так далеко, но все же продолжали идти. Вскоре тигр издал глубокий рык, и солдаты поняли это как сигнал, что они почти добрались до места. Командир, идущий впереди остальных, опустился на одно колено и поднял руку, подавая сигнал остальным солдатам остановиться. И тогда они обнаружили шокирующую тайну, которая разбила их сердце. Весь этот путь тигр пытался попросить у них помощи, а они не могли этого понять. Прямо перед ними лежали два смертельно раненых тигренка. Солдаты поняли, что хищник на самом деле был тигрицей, матерью, пытавшейся спасти своих маленьких детенышей. При виде этого у Брикса растаяло сердце. Он пока не мог понять, почему и как тигрята получили такие ранения, но знал, что это было не нападение другого животного. Его сердце сжалось, когда тигрята, обрадовавшись виду матери, попытались подняться, но сразу же заныли от боли, потому что раны на их телах не позволяли им свободно двигаться. Хоть Брикс имел мало опыта общения с животными, он понял, что тигрица пришла просить о помощи, и знал, что должен что-то сделать, чтобы спасти тигрят. Их раны были глубокими и открытыми, что означало риск заражения и возможную смерть. Все это время солдаты держались на расстоянии, чтобы не спровоцировать тигрицу, и тогда Брикс заметил нечто довольно необычное. Неподалеку, казалось, кто-то вырыл неглубокую яму в земле. Но с его многолетним боевым опытом Брикс понял, что это была не рукотворная яма, людям был запрещен доступ в этот район. Поэтому он приказал двоим из своих людей проверить необычную яму. Он понял, что это скорее всего противопехотная мина, поэтому велел им быть осторожными, чтобы не было жертв. В то время как двое солдат приступили к осмотру места, он тихо подошел к тигрице, которая вылизывала своих тигрят. Стараясь ее не провоцировать, он медленно двигался, мягко разговаривая, а остальные солдаты стояли и наблюдали, готовые вмешаться, если ситуация выйдет из-под контроля. Однако тигрица удивила их, не проявив никаких признаков агрессии, напротив, она немного отступила, позволяя человеку осмотреть тигрят. Взглянув поближе на детенышей, командир не смог сдержать эмоций. Невинные и милые тигрята имели глубокие проникающие ранения и ушибы, какие могла оставить только мина. И тут двое солдат, которых он отправил, вернулись, чтобы сообщить ему, что они обнаружили мины, разбросанные повсюду. Яма в земле была образована взорвавшейся противопехотной миной. Брикс был сокрушен, осознав, что именно осколки мины ранили тигрят.
Это откровение его поразило, ведь эти невинные создания попали под перекрестный огонь человеческого конфликта и страдали из-за действий других. Брикс достал спутниковый телефон и вызвал подкрепление и дополнительный транспорт, чтобы перевести тигрят и тигрицу на базу. Когда прибыло подкрепление и транспорт, они не могли рисковать и брать с собой Энни, так они назвали тигрицу, пока она была в сознании, поэтому один из солдат выстрелил в нее снотворным дротиком, и через несколько секунд она уснула. На следующее утро транспортная команда прибыла в Центр охраны животных, и персонал сразу же забрал Энни и ее детенышей. Пока тигрица была под снотворным, они быстро отделили тигрят для медицинского осмотра. Тигрята были счастливчиками, что не потеряли никаких частей тела, однако им требовалось срочное медицинское обследование. Быстро вытерев слезы, ветеринары проследовали в медицинский кабинет. Когда Энни проснулась, она была напугана, обнаружив себя запертой в клетке, и, что хуже, нигде не было ее детенышей. Все вокруг было заполнено ее оглушительным ревом, когда она изливала свою печаль, разочарование и желание увидеть своих малышей. Тем временем ветеринары сообщили печальные новости. Один из тигрят был серьезно поврежден, и требовалась операция. У другого тигренка также были серьезные ранения и повреждения, но операция не требовалась. Тигрят немедленно поместили на лечение и медикаменты с надеждой, что они поправятся. Спустя неделю ветеринары стали видеть первые признаки выздоровления. Один из тигрят теперь мог стоять, не испытывая сильной боли, и иногда даже пытался играть с медицинским персоналом, к их радости и удивлению. Он всегда принюхивался к их рукам в ожидании лакомства, хотя все еще восстанавливался и не был полностью здоров, но его сила и проворство всех впечатляли. Тигренок, которому требовалась операция, также начал постепенно выздоравливать к большому облегчению персонала. Почти 2 недели Энни не видела своих детенышей, поэтому все время была грустной, иногда отказываясь есть и даже проявляя агрессию по отношению к персоналу. Это был способ выплеснуть свое разочарование и гнев, так как она не знала, что случилось с ее тигрятами. Поэтому в тот день сотрудники решили облегчить ее страдания. Теперь, когда тигрята шли на поправку, они считали, что получение естественного молока от матери будет способствовать более быстрому выздоровлению. Весь персонал собрался, чтобы стать свидетелями воссоединения матери с детьми. Счастливая Энни облизывала детенышей, так она выражала свою любовь к ним и направляла их, чтобы они смогли напиться ее молока. К счастью, оставалось всего несколько дней до того, как тигрята могли быть выписаны и готовы к выпуску обратно в дикую природу. Командир Брикс был переполнен радостью, когда услышал новости о выздоровлении тигрят и о том, что они вскоре будут готовы к возвращению в дикую природу. Однако его беспокоило то, что мины, которые ранили тигрят, все еще были разбросаны в джунглях и могли причинить вред не только Энни и ее семье, но и другим животным. Обеспокоенный Брикс поговорил со своим начальством. Было установлено, что мины были заложены там старым правительством во время войны, произошедшей десятилетия назад, и теперь в них не было необходимости, поскольку обе страны жили в мире. Кроме того, у них теперь были современные инструменты, и они больше не нуждались в минах для защиты границ. Также возникла необходимость увеличить популяцию таких животных, как тигры, численность которых сокращалась на протяжении многих лет. Обезвреживание противопехотных мин стало бы серьезным вкладом в защиту этих животных от последствий человеческих конфликтов. Были приняты меры по обезвреживанию мин с помощью специальной тяжелой техники. Всего за 5 дней удалось полностью ликвидировать все мины вокруг границ страны,
сделав джунгли более безопасными для обитания диких животных. Наконец, настал день выпустить Энни обратно в дикую природу. Брикс чувствовал гордость и удовлетворение, наблюдая, как она исчезает в джунглях, и был рад, что больше никогда ее не увидит. Или, по крайней мере, так он думал. На следующее утро у входа на базу солдат приветствовала Энни, но на этот раз она была не одна, рядом были ее 2 тигренка. Брикс почувствовал, что это был способ тигрицы выразить благодарность, и попросил своих солдат на минуту замолчать в знак уважения. Затем она ушла и больше не возвращалась. Размышляя о произошедших событиях, Брикс улыбнулся про себя, осознав, что сделал дикую природу более безопасной для ее обитателей. Работа солдата сражаться и защищать, и он сделал именно это для обитателей природы, устранив вред в их среде обитания. Хоть он больше никогда и не видел Энни, а она и ее тигрята всегда будут занимать особое место в его воспоминаниях. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.